Trait number 1. Характеристика первая. It's interesting to me that 30 years ago, in all the studies of marriage and family, Очень интересно, что 30 лет назад во всех исследованиях, касающихся брака, the word communication did not appear. слово коммуникация, взаимоотношения, общение вообще не появлялось. Then 30 years ago, it popped up И вот 30 лет назад оно выскочило как бы. as the number 1 quality for a good marriage and family. И стало как бы самым номером первым для хороших брачных взаимоотношений. And it's been there ever since. И в этом есть смысл. In fact, as we will talk tomorrow, Фактически, вот завтра мы будем говорить, the number 1 predictor of a good marriage что вот этот номер первый, он является как бы основой хорошего брака is the ability to solve problems. и возможностью решения проблем. My illustration. Моя иллюстрация. Grace and I have been married 47 years. Long time. Моя жена, ее зовут Грейс, и вот мы женаты 47 лет. We married when we were 10. Женились, когда нам было 10. But Grace grew up in this family over here with different values and priorities. Но Грейс, она выросла в семье, которая имеет другую систему ценностей. And I grew up over here in a totally different family. А я выросла в такой семье, которая имеет другую систему ценностей. Now, we were both Christians. Мы оба были христиане. But when we got married, Когда мы поженились, she brings her family, она принесла свою семью, I bring my а family, я принес свою семью. and you try to create a new family. И мы пытались создать новую семью. You knock off some of these edges, you remake some of this, пытаясь повторить что-то вот из and своего. I'll redo some of my family stuff. И я, значит, что-то из своей семьи привнес. And our family Наша семья, is similar but different than her family and my family. которая создалась, она все равно отличалась от моей предыдущей, от ее предыдущей семьи. And that is difficult to do. И это очень-очень трудно делать. One of our psychiatrists in America Один из наших психиатров в Америке, talked about психологов в Америке, учит, you ought to think of marriage as some form of mental illness. Мы думаем, что брак это одно из заболеваний, что ли? Болезней. How can two people so different Как могут люди настолько разные create a marriage and be compatible? сотворить брак, жить вообще вместе и не заболеть? That's why two nice people get married Вот почему два хороших человека женятся and become hateful demons. и становятся ненавистниками, демонами друг друга. The reason is, Причина, if we have a conflict, если у нас есть конфликт, who's right? кто прав? I am. Я, конечно. And she says, I am. Она говорит, нет, я. In some way, you've got to blend these two differences. И в какой-то степени смешиваются эта разница. And that's called communication. И это называется коммуникация, общение. And you bring differences of the world totally. И вы преодолеваете совершенно разницу. Into your marriage. И разницу взглядов вы приносите в брак. Let me give you a funny story. Смешную историю расскажу. My wife grew up Моя жена выросла eating grits every morning. Grits. Моя жена выросла на каше. Каждое утро ела. I don't eat it. Я не ем это. So we married. What did she feed me? И вот когда мы поженились, как вы думаете, чем она меня кормила? Our food preferences are so different. Наши предпочтения в еде настолько
разные наши пристрастия. Do you eat rice here in Russia? Вы рис едите в России? Okay. My wife mixes chicken and rice. Моя жена любит смешивать цыпленка, курятину и рис. I put sugar on my rice. А я привыкла класть сахар в свой рис. You see how our families are different? Видите, какие разные наши семьи. Now we get married and you bring this together. Когда вы женитесь и вы все это соединяете, You better have some way to solve it. лучше всего как-то попытаться это разрешить. I will use the word parent, or I will use the phrase parent tapes. Я буду использовать термин «родительский прототип». That you grow up in your family, Когда вы растете в своей семье, and when you get married, you bring those parent tapes into your marriage. когда вы женитесь, вы привносите вот этот тип, этот стереотип в свою семью. It deals with the food you like, Это касается пищи, которую вы любите, kind of clothes you wear, тип одежды, how you handle money, как вы обращаетесь с деньгами, how you budget money. как вы их рассчитываете. You have 25,000 hours of those tapes in your head. У вас в голове, значит, 25,000 hours of those parent tapes in your head. в вашей голове находится 25 тысяч вот таких вот стереотипов. And when you get married, they Когда will вы conflict. женитесь, они вступят в конфликт. So, who's right? Так кто прав? Each one thinks they are. Каждый думает, что это он. So, Итак, that means that in a good family, in a good marriage, это означает, что в хорошей семье, в хорошем браке one of your first priorities ваш приоритет номер один is to create a plan to solve your differences. – это создать, сделать план о том, как преодолеть ваши различия. One of our therapists in America, who's very well known, Один широко известный американский терапевт talked about American families communicating by rumors. говорит о американских семьях Rumors. о решении проблемы путем слухов, сплетен. She meant by leaving notes on the dining room table for your kids. Она пишет Leaving letters, written letters. Она оставляет письма, записки своим детям на столе. We just don't take time to talk. У нас и нет времени на то, чтобы поговорить. One of my favorite books Одна из самых моих любимых книг is written by a professor at Cornell University in New York State, написана профессором из одного Нью-Йоркского университета, who back in the 1960s который в 60-х годах moved to Russia to study Russian families. переехал в Россию, чтобы изучать русские семьи. He wrote a book titled Он написал книгу Two Worlds of Childhood. Two Worlds. Worlds. «Два мира детства». Two Worlds of Childhood, USA versus USSR. Два мира детства. Русский и американский. And he compared child rearing in Russia with child rearing in America. И он сравнивал детство в России и детство в Америке. Classic book. Классическая книга. And he talked about Russian parents spending more time with their children than American parents. И он написал, что в России родители проводят гораздо больше времени, чем родители в Америке. The average American father Средний американский папа spends 12 minutes a week with one child проводит 12 минут в неделю со своим ребенком and 27 minutes a week with his wife. и 27 минут со своей женой. And we wonder why marriages are falling apart. И мы еще после этого удивляемся, почему браки разрушаются. We do not have a plan to communicate and solve problems. У нас нет плана, как разрешать проблемы и справляться с различиями. Tomorrow I'll give you some models of problem solving.
Завтра я дам вам некоторые модели о том, как решать проблемы. This whole area of communications Это целая область взаимоотношений. means you have the ability to sit down, Означает, что вы должны сесть вместе, define the problems, определить проблему, look for possible solutions, поискать возможные решения, evaluate those, выделить их, and try one. Выделить какой-то один способ и попытаться следовать ему. If it doesn't work, you come back and try another. И если это не сработает, вернуться и выбрать другой. That makes strong families. Который сделает вашу семью сильной. How does your family do it? Как ваша семья это делает? How does your church do it? Как ваша церковь это делает? See, this is just as true for congregations as for families. И видите, это подходит также для церкви, как и для семьи. Trait number 2. Strong families. Характеристика номер 2. We affirm and support every family, every member of the family. We affirm and support every family. Мы поддерживаем каждого члена семьи. Everybody is equal. И каждый равный. There is appreciation expressed. И каждому выражается благодарность и признание. Let me describe a study. Объясню вам. The number one academic graduate school in family therapy Номер один, академик номер один по семейным исследованиям in America is Pennsylvania State. Это штат Пенсильвания в Америке. This wasn't a very good study, but it was interesting. Они сделали исследование, может быть, не такое хорошее, но интересное. I think the faculty was sitting around at coffee one day. Faculty. Я думаю, что там на факультете профессора собрались за кофе. And just said, И просто сказали, you know, it's the summertime, we have empty dorms, the cafeteria is open. вы знаете, лето, дома, там, нет никого, общежитие свободное, кофе попить нужно. Why don't we advertise in the paper Почему бы нам не дать объявление в газете, that if you've got a very good marriage что если у вас очень хороший брак or a very bad marriage, или очень плохой брак, we'll give you a free weekend. мы дадим вам, So they brought these couples in. мы дадим вам бесплатный уикенд. Not a very controlled study. Ну, это такое исследование, оно не очень контролировалось. They gave them a personality test, Они дали им, то есть исследовали, протестировали, analyzed how they talk to each other and solve problems, поговорили, попытались проблемы решить, etc., etc. и так далее, и так далее. They found 3 differences. И они обнаружили 3 различия. Number 1, Первое. happy couples Счастливые пары had common courtesies. имеют одинаковые, то есть они... Значит, внимание какое-то, да? Одинаково смотрят на вещи. They said, please, thank Они you, говорят спасибо, они говорят пожалуйста. I appreciate that. Мне это очень понравилось, я очень благодарен. And that was just part of their conversation. И это было частью их разговора. They did this same study out in California, Сделали такое же исследование в Калифорнии. found the same thing. Обнаружили то же самое. Difference number 2, Разница вторая. unhappy couples Несчастливые пары have a lot of what we call hot phrases. имеют множество, как мы называем, горяченьких фраз. As soon as you say it, somebody gets angry and goes up the wall. Как только... As soon as you say the hot phrase, you get angry. Это сразу взрывается и начинает. Да, как только эта фраза сказана, она служит толчком, и сразу взрыв наступает. And the third difference, И третье, the happy couples had fun. счастливые пары, они наслаждаются, они развлекаются, им хорошо. They enjoyed being together. Им нравится быть друг с другом. Now,
My illustration is И моя иллюстрация. strong families Сильные семьи support, поддерживают, show appreciation показывают уважение, признание to each other. друг другу. Do you do it? Вы это делаете? Whenever I get a couple in for the first time, Когда husband and wife in for the first visit, у меня была первая пара, посетил первую пару, I'll always ask those first three questions. когда впервые ко мне пара приходит, я всегда задаю 3 вопроса. Number one, do you practice common courtesies? Я их спрашиваю, вы практикуете вот нечто такое общее в разговоре? Вежливость в разговоре? They've always said no. Они всегда говорят нет. Question two, Второй вопрос. do you have a lot of hot issues? У вас много Lots of them. много разногласий. When's the Да, last много. time you had fun? Я спрашиваю, когда последний раз вы развлекались, вы наслаждались друг другом? And they can't remember. Они могут вспомнить. Their first homework assignment Первое предписание в доме is to have one night of fun. Иметь One night. один вечер удовольствия. Go for a walk, Пойти прогуляться, go to the park, в парк, go sit for the lake, посидеть около озера, talk about when they first married. I don't care what it is. вспомнить, как они поженились, как было все в начале. Ну, неважно, о чем-то приятном. And that's the most difficult thing to get them to Это do. самое трудное Unhappy. задание, которое я им давала. Unhappy couples have lost the ability to have fun. Несчастливые семьи, они утеряли вот эту способность наслаждаться друг другом. Sometimes you need to read the book of Philippians in one setting. Иногда вам нужно почитать книгу послания к филиппийцам за один как бы присест. The book of Acts ends with Paul in jail down in Caesarea for 2 years. The book of Acts. Книга «Деяния апостолов», она заканчивается о том, как Павел и Сила были в тюрьме 2 года, Paul в заключении. appeals to Rome and is sent to Rome as a prisoner. Павел пишет в Рим и пишет о том, как заключенный. Been in jail, in prison, in Rome, about a year. Он пишет о себе как о заключенном в Риме, что я, будучи заключен, Writes 4 letters while he's there. он написал 4 письма, пока он был там. The letter of Colossians, Колоссянам, the letter of Philemon, Филимону, the letter of, help me out, помогите, the letter of Philippians, филиппийцам, and what's the other one? No? Ephesians? Ефесянам. Second. Anyway, point. Ну, в общем, ясно. He writes a letter to the church of Philippi, that was his supporting church. И он написал, среди всего прочего, письмо филиппийцам, в церковь Филиппу. Very poor church. И церковь там, она была такая бедная. Been in jail 3 years. Он пишет, что, будучи в тюрьме 3 года, He writes an appreciation letter. он написал благодарственное письмо. Isn't that incredible? Невероятно ли это? He didn't tell about all his woes and Он ничего all им такого не писал о том, что там, как он страдает, мучается, the bad stuff in несчастный, life. о том, как все плохо в жизни. He writes a thank you letter. Он написал благодарственное письмо. That's the second quality of strong families. Это вторая They характеристика, appreciate each other. характеризующая счастливые семьи. Они признают друг друга. Number 3. Номер 3. Question, does anyone know Gene Smith from Dallas, Texas, who's been in Moscow? Кто-нибудь знает Джин Смит? Man. Да, человек, который приезжал из Далласа. I heard Gene Smith give a speech 30 years ago. Я слышал речь Джона Смита, который он говорил 30 лет назад, That affected my life. которая произвела эффект в моей жизни. At that time, he was an elder in a very large church in Dallas.
В то время он являлся старейшиной в очень большой церкви в Далласе. He owned a large business in Dallas. У него был собственный бизнес в Далласе. And at that time, he was president В то время он являлся президентом of the entire Dallas school system. Всей школьной системы в Далласе. Very busy man. Очень занятой человек. And he told the story of making appointments with his family in his calendar. И он рассказал о том, какие пометки он делает в своем календаре, касающиеся своей семьи. And he would take out his appointment calendar. И он брал свой календарик. And every Monday night he would write in family. И там была пометка каждый понедельник вечером. And he would say to the family, Он это время отдавал семье. Он говорил, every Monday night was family time. Он говорил, что каждый понедельник вечером это время семьи. He would get a call from the Dallas School Board. Ему звонили из совета директоров школы. And they are being sued, have an emergency meeting tonight. И они говорили, что ой, у нас что-то произошло, очень немедленное собрание сегодня должно быть срочно. And can you come? Можете прийти? He's the president. Потому что он же He президент. would look at his calendar, Он смотрел have свой family written календарь, there, и там написано «семья». and he would say, И он сказал, говорил, I cannot come, я не могу прийти, I have an engagement I cannot break. у меня помолвка, которую я не могу прервать. Now I've been in a spot like this. Встреча, которую я не могу Never as отменить. busy as Gene. И Never as busy as Gene. Gene. я не был никогда таким занятым, как вот Джин Смит. But I would say, yeah, I'll come. Но я бы сказал, что я бы, наверное, пришел. The third trait of healthy families Третья is характеристика здоровой семьи. we teach respect to the family by being with it. Мы учимся уважать семью, находясь там, проводя в ней время. This may give you an insight into American families. И однажды я предпринял путешествие на 7 дней. The day before I came home, my wife announced, И за день до того, как я вернулся домой, моя жена объявила. your dad will be home tomorrow night. Your dad. Your father will be home tomorrow night. Завтра твой папа приедет к нам. One of my daughters said, Одна из моих дочек сказала, I didn't even know he was gone. а я даже и не знала, что он уезжал. That was an insight. Вот так вот это все и выглядело. I really had to plan to change, to move, to put my family back in perspective. И действительно, я должен был серьезно подумать и поставить свою семью на должное место в своей жизни. You see the point? Видите, да? You got to respect the family. Вы должны уважать семью. Which means make a high commitment to it. Что означает обещание, короче говоря, сделать и следовать ему. If I were giving this lecture in America, Если бы я читала эту лекцию в Америке, I'd say, dads, fathers, that is your job. я бы сказал, отцы, это ваша работа. If they don't do it, mom has to. Если они это не делают, то остается мама. Trait number 4. Характеристика 4. That is, have fun together. Это Mention that. развлекайтесь вместе, отдыхайте вместе. Which means having a sense of humor. Это означает, имейте чувство юмора. One of the things that therapists do with families in America, Одно из того, что терапевты делают с семьями в Америке, because we're so efficient, поскольку мы такие самодостаточные, we have to do 2 or 3 things at the same time. мы хотим делать несколько вещей в одно и то же время. So American families have developed, Поэтому американские семьи развивают, as a whole, развили the bad habit плохую привычку of watching TV while they eat supper. смотреть телевизор в то время, когда
едят. We're sitting face forward, Мы сидим лицом вперед, not talking. не разговаривая. You know what the second most often phrase used in the American house after 6 p.m. is? И знаете, какая самая распространенная фраза, которая говорится в американских семьях после 6 часов? I can't hear TV. We don't do this. And so, as therapists, we make families И поэтому мы как терапевты, мы просим, чтобы семьи eat at the dining room table ели за обеденным столом, without the television без телевизора, and just sit and talk. и просто сидели бы и разговаривали. And that is most difficult to do. И это для них самое трудное. And I hope before your society gets too complex, И я надеюсь, что до тех пор, пока ваше общество не станет таким and сложным, television becomes a big part of your life, и телевидение не станет частью вашей семьи, вашего дома, you learn to turn it off. вы научитесь. То есть это вы предотвратите. It's amazing to me Меня это поражает. why many people get married and don't have fun. Почему многие люди женятся и не имеют и не наслаждаются этим. So, point number 3 is we have fun time together. 4. Поэтому характеристика 4. Имейте друг с другом, отдыхайте друг с другом. Okay, number 5. Следующий вопрос. Okay, 5. It's also interesting to me, the field of psychology in America. Также интересным для меня является поле деятельности психиатров, психологов. Have noted for a long time Я за этим слежу много лет. that religious people are happy. И они, значит, заметили, что вот религиозные люди почему-то счастливее. And they live longer. И они живут дольше. And the fact that they go to worship as a family Фактически они поклоняются вместе, как семья. gives them an unusual advantage. Дает им необыкновенное просто преимущество. Cook County Hospital. Готовят County Hospital. A large hospital in Chicago. Огромная больница в Чикаго. Some years noticed Несколько лет тому назад заметили, that people coming in for serious operations, что люди, которые попадают туда для серьезных операций, if they were carrying a rosary or a Bible when they checked in, если они везут с собой Библию или что-то такое христианское, the staff just knew все служащие моментально знают, they were going to be cranky patients, что они будут очень hard to deal with, с ними труднее. and it would take 2 to 5 days longer to get well. И на 2 или на 5 дней больше у них займет это выздоровление. But patients who had a rosary or a Bible, Если у них этого нет. А если пациент везет с собой Библию and it was in their suitcase, или это находится в сумке, they were nicer patients, они как пациенты будут гораздо приятнее. easy to deal with, С ними гораздо будет проще. and would get out 2 to 5 days quicker. И на 2-5 дней они выздоровеют быстрее. And they couldn't figure that out. И они не могут понять, почему. What they concluded Почему так, и что они заключили? was that people who had a strong faith Что люди, у которых есть сильная вера, and had confidence in their faith, и они уверены в своей вере, but they didn't have to carry those symbols in their hand. они не должны держать это все в своих руках. It was a tip-off on what kind of people they are. Это, то есть тип людей, которыми они были. And that's making sense. И в этом есть смысл. In America, there is a whole new movement now Сейчас в Америке существует новое движение, of holistic medicine, как бы святой медицины, of bringing religious people in with the doctor
когда приглашают какого-то религиозного человека в to дом, help patients чтобы он помогал feel пациенту, relaxed, comfortable, чтобы пациент почувствовал себя в безопасности, расслабился, and they get well quicker. и он гораздо быстрее поправляется. My point. К чему это я говорю? In America, we've known for a long time. В Америке мы уже давно знали, The more you go to church чем больше вы ходите в церковь, as a family, как семья, the happier you are. тем счастливее вы становитесь. Now that shouldn't be a mystery to us. Ну, это не должно быть чем-то мистическим. As Christians, Как христиане, we know who we are. мы знаем, кто мы We такие, know why we're here. мы знаем, почему мы здесь, We know where we're going. мы знаем, куда мы идем. Why wouldn't that give us some confidence and assurance? Почему бы это не давало нам уверенность, уверенность? And I think it's a sad commentary. I think it's sad Я думаю, что это грустно, that psychology had to teach America that instead of Christians. что этому учат психиатры в Америке, психологи в Америке вместо христиан. Trait number 5, does your family take their faith seriously? Характеристика 5. Насколько серьезно ваша семья относится к вере? And it's not that you come to a worship place and sit in a seat. И дело тут даже не в том, вот поклоняетесь вместе и сидите или изучаете Библию вместе. And if all you do is sit in a seat and leave, И если все, что вы делаете, садитесь вместе и уходите, you miss the point. вы все теряете. We need to be there. Нам нужно быть We там, need each other. мы нужны And друг this needs to другу, become our family. и это должно стать частью нашей семьи. Okay, one more. My voice is wearing out. Еще одно. Are you getting tired? Встаете? Last trait. Последняя характеристика. Strong families serve other people. Сильные семьи, они служат другим людям. And there's a basic empathy and altruism in strong families. И существует сильный такой энтузиазм и альтруизм по отношению к другим людям. The city of Nashville, Tennessee, where I live, В Теннесси, в городе Нэшвилле, has one of maybe the greatest programs in the church that I've seen. существует одна из самых великолепных программ, которую я когда-либо видел. In the inner city, В центре города, where a lot of poor people live, в пригородах, где много живут бедных людей, the churches have gone together церкви собираются вместе. and 3 times a week 3 раза в неделю we send a team to the inner city мы посылаем людей вот в эти части города, and we will bus 1,100 black children, transport 1,100 black children и мы собираем 11 тысяч for автобусов. 1,100. 1100 детей погружаем в автобус 3 times a week. 3 раза в неделю. It takes 1 adult for every 2 children И там на каждого двоих детей один взрослый. take care of these kids. И он так, чтобы он заботился о них двоих. For fun, Чтобы он их развлекал, Bible study, изучал Библию, tutoring, учил. and out of that Кроме того, has come an inner city, very poor people. An inner city, very poor people. Out of that, Университет — это внутренний город, сейчас нормальная великация. Внутри города все живут в пригородах. В центрах городов живут только бедные. out of all that activity, we created an inner city church. и вот мы там, в этом центре города, где живет эта беднота, мы создали церковь, Very poor, очень бедную, multiple race, смешанные расы, ex-criminals,
повышенная криминальная ситуация, ex-prostitutes, проституция. an exciting church. Я уже чуть-чуть полностью не понимаю. Okay. Который состоит из бывших преступников, проституток, наркоманов. My point is, Что хочу этим сказать? whenever I would get a client who's going through some serious depression, Когда я прохожу через серьезные one of the things that I required them to do когда те, кого я консультирую, проходят через серьезную депрессию, то, что я советую им делать, was to get involved in the inner city church. пойти и принять участие в деятельности вот этой церкви. And it's amazing how it changes people Потрясающе, как такая активность, она меняет людей, because they're serving others. потому что они начинают служить другим. Now we know Мы знаем, that, at least in America, по крайней мере в Америке, that strong families do this kind of service что сильные семьи, они служат другим, as a family, как семья. not just dad, Не только папа, not just mother, не только просто the мама, whole thing. но вся семья. The conclusion to all this is В заключение всему этому, there are things you do behaviorally то, как вы, вещи, которые вы делаете, that changes your family style. которые изменяют стиль вашей семьи. We have a phrase that goes like, У нас есть фраза, которая звучит: you fake it till you make it. Does that translate? You pretend until it becomes reality. Пытайтесь, пока это не получится. Притворяйтесь, пока не добьетесь. Притворяйтесь, пока оно не будет. Okay, I like to stop now.